Привет, это снова Артем Козлюк, руководитель Роскомсвободы. Сегодня поговорим про ковид и цифровую слежку, а также другие ограничения, которые накрыли весь мир в связи с пандемией. Одновременно с введением всеобщего карантина или режима самоизоляции, как это было в России, власти разных стран начали применять различные технологии для слежки за гражданами. Видеонаблюдение, запуск дронов, отслеживание геолокации через сотовых операторов, запуск специфичных антикоронавирусных приложений. Все это стало нашей новой реальностью наравне с масочным режимом и закрытыми границами. Весной 2020 года Роскомсвобода совместно с рядом международных организаций запустила мультиязычный проект Pandemic Big Brother. Это интерактивная карта мира, где мы отслеживаем, какие страны и каким образом нарушают цифровые права граждан во время пандемии. Там же мы публикуем дайджесты и исследования. За год с момента создания проекта мы собрали более 600 ключевых публикаций в СМИ по всему миру о цифровых инструментах, которые внедряют власти с нарушением прав граждан или имеют предпосылки к этому. Вот о чем эти публикации. Запуск приложений для цифровых пропусков, отслеживание перемещения граждан или слежки за людьми на карантине. Использование систем распознавания лиц для контроля масочного режима. Запуск дронов и применение видеонаблюдения для мониторинга самоизоляции. Отслеживание геолокации через данные мобильных операторов. Блокировка неугодных властям публикаций в интернете и СМИ о коронавирусе и преследование их авторов. Ограничение доступа к официальной информации и даже факты полного отключения интернета. За последнее время к этому всему прибавились еще цифровые паспорта вакцинации, но к этому мы еще вернемся. А пока перенесемся в апрель 2020 года, когда мы все сидели на самоизоляции, и в те редкие дни, когда мы выходили из дома, власти хотели знать, куда мы отправляемся, как надолго, откуда поедем и на какой машине. Да-да, я про цифровые пропуска. Ведь нам так и не объяснили, для чего эти данные собираются, как будут храниться и кто ими будет распоряжаться. А теперь еще конкретнее, про Москву, где было запущено приложение для слежки за больными коронавирусом. Социальный мониторинг. Приложение сделали обязательным для всех, кто находится на домашнем лечении. При этом оно запрашивало доступ практически ко всем функциям телефона, от камеры до контактов и геолокации. И автоматически выписывало штрафы, если ему показалось, что вы вышли из зоны карантина. Оно же могло в 4 утра запросить селфи больного и опять же выписать штраф за то, что вы в это время спите. Москвичи их еще долго обжаловали. Одна женщина добилась отмены аж 17 своих штрафов, а власти признали, что они были выписаны из-за некорректной работы приложения. В большинстве стран использование таких правительственных приложений – это добровольная история. Но есть и те страны, где за отказ от установки можно было нарваться на крупный штраф, или вам могло быть отказано в посещении общественных мест, например, в Индии, Китае или Катаре. Следующее – распознавание лиц. Помимо привычного обоснования борьбы с преступностью, прошлой весной в России систему распознавания лиц стали применять также для поимки нарушителей карантина и выписывания им штрафов. Например, в Южно-Сахалинске суд оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, основываясь только на данных с камер видеонаблюдения. Но абсурдность ситуации в том, что на нарушителя карантина женщина похожа лишь на 61%, однако суд это не принял во внимание. Что еще с собой принесла пандемия, так это еще больше цензуры в интернете. В прошлом году в России был принят закон о штрафах и уголовной ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе. И сразу же в разы увеличились количество штрафов и преследований за публикации и комментарии в сети. Такую же практику, как в России, подхватили Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Тунис, Таджикистан, Узбекистан и еще с десяток стран. Осенью в России еще и врачам запретили публично высказываться о коронавирусе без согласования с Минздравом. А до этого ряд российских экспертов указывали на занижение статистики больных и сглаживание данных. Оказалось, что эти данные хранились в онлайн-документах и не были защищены. Есть еще одна проблема. С появлением вакцин от коронавируса правительства разных стран начинают создавать так называемые паспорта вакцинации, которые подтверждают, что человек привит и может спокойно перемещаться и даже путешествовать. Пока это находится только на стадии внедрения, но уже сейчас в Даркнете можно найти ряд объявлений с продажей сертификатов прививок и документах об отрицательном тесте на ковид. А это значит, остается еще много цифровых проблем, которые необходимо будет решить в ближайшее время. Одна из главных целей нашего проекта Pandemic Big Brother – проследить за тем, чтобы введенные цифровые ограничения были сняты по окончанию пандемии, а собранные персональные данные удалены по достижению цели.
целей и не использовались без общественного контроля. Кстати, мы готовы оказать юридическую помощь тем, кто считает, что их цифровые права были нарушены. Куда обращаться, я также укажу в описании к этому видео. Мы рекомендуем вам внимательно относиться к своим данным, соблюдать цифровую гигиену и просвещаться в вопросах информационной безопасности. О том, как это сделать, включая использование наших технических инструментов, смотрите в наших видеороликах. И, кстати, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе этого. Не болейте! Увидимся!